Это наш американский автодом на базе Ford E450. А это моя жена Маша. А где твои детишки? Детишки жуют чипсы вон там. Близняшки Слава и Яся и Влада, старшая сестра. На этом автодоме мы уже проехали около 5000 километров. И находимся сейчас в Турции, в городе... В каком городе я забыл? В городе Калкан, как рыба. Есть такая рыба Калкан. Очень вкусная. Вот город называется Калкан. Мы про него даже не знали до этого. Случайно сюда заехали. Город очень красивый оказался. Причем длина нашего автодома 10 метров, ширина 3 метра совершенно не мешает нам заезжать в маленькие курортные, нетуристические городки Турции. Ну, все-таки приходится выбирать дорожки на карте пошире. Что-то ты плохо, Маша, выбираешь. Иногда в такую, что мы заезжаем. Ну, извините, это дело все-таки, наверное, мужское больше. Прокладывать маршруты и ехать за рулем. У меня других дел хватает. Нас в предыдущих видео много раз просили показать наш автодом и сделать рум-тур. Вот мы наконец-то собрались и решили его снять. Да, welcome к нам в автодом. Сердце нашего автодома – это мотор V10 Triton объемом 6,8 литра. Общая мощность порядка 300 лошадиных сил. Как он, Маша, аппетит хороший у него? Аппетит отличный, лучше, чем у всей нашей семьи. Меньше 25 литров не бывает, это на бензине. А если мы заправляем газ, то он, наверное, ест около 40 на 100 километров. Ну, в общем, особой экономии на газу нет. Но зато это двигатель очень надежный и ресурсный. Он едет всегда на низких оборотах, низкооборотистый. И я думаю, что его ресурс очень большой, около 1 000 000 километров. Сейчас на нем уже пробег порядка 200 тысяч миль. Сколько мы на нем еще наездим, только Богу известно. Открыв капот, мы практически здесь ничего не увидим, потому что основная часть двигателя находится в салоне под специальным кожухом. Как вы уже поняли, у нас стоит газовое оборудование. Обычно газовые мозги ставят до 8 цилиндров, то есть они работают. Но поскольку у нас 10 цилиндров, здесь установлено 2 блока газовых мозгов, и у нас 2 кнопки, то есть нужно включать 2 раза газ, когда переключаешься на него. Это создает небольшие неудобства, потому что иногда сначала один блок включается, другой тупит, иногда оба сразу включаются. Но в целом машина на газу работает не так стабильно, как на бензине. Иногда глохнет, когда стоишь на светофоре. Ну и когда в горку едем, мы тоже переключаемся всегда на бензин. Газовое оборудование уже стояло на этой машине, когда мы ее купили. И, скорее всего, здесь недостаточно хороший газовый редуктор. Ему не хватает газа, этому мотору. Газовщик делал ТО и сказал, что все нормально, можете ехать. Маш, больше всего в обзорах вот на ютубе домов, автодомов, машин и прочего. Я не люблю, когда ценник озвучивают вот в самом конце. Это надо все вот это видео просмотреть, даже если оно тебе не особо интересно, а только хочешь узнать цену. Поэтому, наверное, лучше сразу будет сказать, да, кто хочет цену узнать, сразу посмотрит и все. Сколько нам обошелся этот автодом? Это машина 2006 года, и обошелся этот автодом нам в 3 100 000 рублей или в 31 тысячу долларов. Но после этого, в результате всех модернизаций, мы еще вложили туда 1 000 000. Летали мы за этим автодомом в город Киров и оттуда своим ходом уже пригоняли сюда. В чем интересная особенность его? Этот автодом был с гаражом. Примерно до сюда у него был гараж для мототехники. То есть туда помещался либо большой квадроцикл, либо 2-3 мотоцикла. И поэтому у него еще также установлены аппарели сзади, которыми мы, естественно, не пользуемся. Поскольку мы с 3 детьми, нам нужен был большой автодом, и мы решили с Машей переделать этот гараж в уютную спальню. Дизайн спальни и как это все сейчас устроено, это все придумала Маша. Когда мы пойдем внутрь, я все это покажу. Но сейчас в этом гараже живет примерно тонна котов и собак игрушечных. Вон они смотрят в окно. Но тем не менее мы оставили еще багажное отделение сзади, где мы возим велосипеды. Сейчас мы вам его покажем. Это ролета. Изначально на ней не было никакого рисунка, но потом его расписали наши детишки. Шучу, конечно, все было не так. Он был очень ободранный здесь весь и выглядел как американский мусоровоз. Поэтому мы решили его усовершенствовать и нашли парнишку на Авито, который занимается граффити, расписывает все, что видит. Вот. И он нам нарисовал по эскизу вот такой вот рисунок. Но немножечко либо он лака пожалел, либо просто нужно было другую краску использовать. В общем, все это недолговечным оказалось, и уже вот на данный момент вот есть сколы, трещины, все это начинает облупляться. Перед тем, как мы откроем эту ролету, я вам расскажу про камеру. У нас стоит 2 камеры. Одна штатная
еще из Америки. Она с инфракрасной подсветкой. И экран ее находится в козырьке от солнца водительском. Сейчас она очень плохо работает, потому что разгерметизировалась, и в ней внутри вода. Ее нужно поменять. А эту камеру мы уже ставили сами. То есть у нас 360, 4 камеры по кругу. И они в круглые сутки пишут еще обстановку. То есть у нас, если что, есть запись. Но мастер, который это делал, он перепутал переднюю и заднюю камеру. И у нас теперь такой немножко когнитивный диссонанс, когда мы назад сдаем. Все задом наперед. Маша вообще не может ориентироваться. Ну вот по этой штуке удобно, ее видно Да, хорошо. это аппарель, то есть это для заезда. Вот так вот раскладывается. Мы не пользуемся. И здесь у нас еще также стоит бачок для дизельной вибасты дополнительно. Сюда заливаем дизель. Ты не продумал видео, надо открывать, и что это, чтобы все высыпалось вот так на тебя, на меня, тогда было бы интересно. Но оно обычно так и происходит, это сейчас, да, все для видео, аккуратненько, Да, сейчас все аккуратно сложено. Это еще аккуратно называется у нас. Здесь у нас 5 велосипедов, 3 самоката, 2 запаски, шланги. Ну, в общем, по мелочи. Столы, стулья, ну все. По мелочи. Ничего себе по мелочи. И еще у нас есть одна запаска под днищем. То есть у нас всего 3 запасных колеса. Про которую Гера не знал, и поэтому наложил сюда вот еще столько запасок. Ну, мы если поедем в Монголию, Маша, они по-любому пригодятся. Одну уже запаску мы использовали. Также здесь есть американский фаркоп. То есть мы еще думали с Машей сюда сделать ящик, но не успели. Такой металлический, чтобы складывать туда дрова, мангалы. Чтобы здесь было попросторнее. И можно было бы еще мопед сюда какой-то поставить, крепление, чтобы мопед был. Само по себе шасси рамное. Сзади стоит спарка. Очень хорошо на бездорожье. Естественно, задний привод. Но иногда эти машины бывают полноприводные, но они очень дорогие, когда полноприводные. Также здесь есть у нас маркиза, которую мы сейчас разложим и покажем вам. Пять минут и готово. Ну да. Ну на современных, наверное, автоматически уже, да, на современных автодомах. Автоматическое оно все ненадежное. Ну, когда да, механика, в этом плане. это неубиваемое. И еще здесь вот упор идет, ветер ему не страшен. Еще можно растяжки сделать, бельевые веревки. Прекрасный муж разложил маркизу. Теперь у нас есть немножечко тенька, и дождь нам не страшен. А вообще наша машинка весит больше 5 тонн, и категория у нее С. Изначально она была категорией Б, но прошлый владелец перевел в другую категорию, чтобы платить меньше налогов. Когда мы купили эту машину, мы отвезли ее в сервис на дефектовку. Кстати, найти сервис было очень непросто. В этом автосервисе нам сделали дефектовку и сказали, какие запчасти необходимо поменять, 90% из которых мы заменили. Многие запчасти мы заказали из Америки и ждали их почти месяц. Единственное, что мы не смогли заказать, это тормозные диски, так как они идут вместе со ступицей, и каждый из них весит больше 50 килограмм. Покажем вам, что у нас находится в рундуках. Здесь у нас располагается баллон с газом. Этот баллон с газом идет на жилой модуль. Нам его хватает на 5-6 дней использования. Сейчас как раз он пустой, сейчас поедем заправлять. В этом рундуке располагается бортовой компрессор. У него очень длинный шланг. Его можно дотянуть до любого колеса по кругу и что-то подкачать. Очень удобно. Недавно мы подкачивали, как раз переднее колесо у нас дулось. А это, Маш, что у тебя за змея, питон какой-то? Да, это у меня вместо дрессированной змеи. Штучка за 6000 рублей для слива какашек.
которая нам ни разу не понадобилась, но об этом расскажем, когда перейдем на ту сторону автодома. Здесь у нас находится длинный рундук, который идет прямо на ту сторону. В нем мы возим мебель. То есть у нас не складная мебель туристическая, а деревянная складная мебель. И сюда, в этот рундук, помещается 3 стула и 1 стол. Один дополнительный стул мы возим в основном в багажном отсеке. Но я не знаю, Маш, был смысл покупать вот такую деревянную мебель или стоило все-таки в Турции раскладную купить, дешевую? С точки зрения удобства для детей, я считаю, что она удобная, хорошая, потому что они удобно на ней сидят, никуда не проваливаются, а на этих складных стульях как-то все время ребенок низко, неудобно. В общем, если позволяет место, то вполне удобная мебель, хорошая. Здесь располагается проточный газовый нагреватель для воды. Его вполне достаточно, чтобы помыть всех наших детей. Да, Маш? Ну да, на детские головы много воды уходит, особенно девочек с длинными волосами. Мои котяточки, милые ребяточки. Обожаю детские носы холодные. Они такие приятные. С этой стороны автодома у нас есть небольшие повреждения, разбитый фонарь и чуть-чуть кузова. Это у меня Маша села за руль и повредила наш автодомик. Что ж ты врешь, ты, муж, и не краснеешь? Это же ты Владу учил ездить за рулем на грузовике. Влада, ну как же ты ездишь-то, а так? Разве так можно ездить? Правда, ты врешь, вот и уже покраснел. На самом деле Маша очень хорошо ездит, у нее большой стаж, и папа дальнобойщик, поэтому она вообще супер за рулем. Я не беспокоюсь. Корни, семейные. В этом рундуке у нас находится дизельная Вибаста, то есть планар. И она нас очень выручила, когда мы в Владикавказе застряли в минусовую погоду ночью. Без нее бы, наверное, было бы очень холодно. Ну, сзади в нашей спальне точно было бы холодно, а та печка хорошо прогревает центральную часть. А здесь у нас канистры для дизеля, шланги воду наливать и удлинитель. Это горловина бензобака. Бензобак у нас объемом около 150 литров. Запас хода на нем где-то 600 километров. Кушает он 92-й бензин. И еще у нас есть газовый баллон на 120 литров. На нем мы можем проехать 300 километров. То есть, соответственно, на одной заправке мы можем проехать 900 километров. А чем тут пахнет? Какашками, наверное. Ну, конечно, какашками, потому что здесь у нас какашечные баки. Каждый бак по 30 галлонов. Галлон сколько, Маш, литров? Не знаю. И я тоже не знаю. Здесь, значит, у нас 2 клапана. Вот этот клапан — это на канализацию, вот этот баллон. И такой же баллон на серую воду. Вот его клапан. Открываешь клапан, идет вода. Это не какашки, это вода. А где какашки? А какашки польются, Ладно, ну вы думали, если что? откроешь вот этот клапан. И как раз вот тот шланг, который Маша показывала, он подсоединяется сюда, и его можно куда-то кинуть. Но вообще система очень удобная. То, что у нас не кассеты, как в европейских автодомах, а именно бак. Мы подъезжаем на какой-либо пустырь, открываем клапан, все сливается, и мы спокойно дальше едем. Как мы с 3 детьми бы бегали с этими кассетами, я вообще не представляю. Было бы, наверное, не очень просто. А детишки вообще думали, что все вот это вот улетает в космос, наверное. Ну, спроси у них. Да, Влада? Что? Ты думала, куда девается все из туалета в автодоме? Просто остается в унитазе, как всегда. Это выхлоп от холодильника, потому что он также может работать на газу. А это выхлоп от газовой печки, которая находится в салоне. Но это его штатная газовая печка. Здесь находится преобразователь напряжения. Изначально эти автодома американские все сделаны на 110 вольт. Но у нас уже предыдущим владельцам все переделано на 220. Если мы хотим запитаться от столба, мы вот эту розетку подключаем сюда, а эту розетку вставляем в сеть уличную. И у нас дом питается с улицы. А так все может работать от генератора, либо от солнечной энергии. Аккумуляторы стоят здесь. Какая у них емкость, я, честно, не помню. Но я бы поставил побольше аккумуляторы, потому что ночью они разряжаются. Бывает и меньше 12 вольт показывает. 11,8, 11,7. Поэтому, наверное, аккумуляторы нужно еще добавить. Здесь у нас находится бортовой генератор мощностью 4 киловатта бензиновый. Он берет бензин из основного бака и
У нас микроволновая печь питается от него, кондиционер питается от него. И когда аккумуляторы просаживаются, тоже мы его включаем. И стиральная машинка. И стиральная машинка. Когда мы купили автодом, через месяц у нас перестал на нем работать стартер. Ну, сломалось стопорное кольцо. И мы нигде не могли это стопорное кольцо найти. Заказали стартер в Китае на Алиэкспресс, но его таможня не пропустила. И один хороший человек из Подмосковья, Дмитрий его зовут, у него тоже такой же генератор, он нам отдал свой стартер, и большое ему спасибо. Без генератора нам было бы очень тяжело. Маш, как тебе воды хватает в автодоме? Воды вполне хватает, да. Но с ней некая абракадабра происходит, потому что у нас 3 бака. И сколько общий объем у нас воды? Ну, я думаю, что около 500 литров, наверное. Около 500 литров. Суть в чем? Мы не знаем, сколько у нас воды, потому что нет датчиков воды. Мы не знаем уровень. Если она заканчивается, она просто заканчивается. Вот здесь самая низкая точка подключения воды. Когда мы подъезжаем на заправку, мы обычно отсоединяем здесь, подсоединяем сюда шланг, и вода под напором наполняет все баки, вытесняя при этом воздух. Также мы можем наполнять воду вот здесь. Это непосредственно в салон, в один из баков вход. Воды нам хватает где-то, наверное, дня на 4. Папа, когда мы опять будем учиться водить? Ну, скоро будем. Тебе нравится автодом водить? Да. Здесь под водительским сиденьем у нас установлено управление пневмоподвеской на заднюю ось. Правое колесо и левое колесо можно отдельно подкачать, сдуть. Подкачать, сдуть. Это кнопка включения-выключения. Очень удобная вещь, помогает выравнивать машину иногда немного. Ну и плавность хода увеличивается. Ну, изначально здесь, конечно, она стоит для того, чтобы возить тяжелую мототехнику. Мы очень любим нашу машинку. Мне кажется, что она похожа на доброго песика с такими умными глазами. Перед выездом мы поменяли в ней абсолютно все жидкости и фильтра. Теперь переходим к внутреннему убранству нашего автодома. Здесь у нас выезжающая ступенька, но она иногда заедает, по ней вот так надо постучать, видимо, щетки на моторе, и она начинает заново работать. Маш, что, можно заходить? Все чисто Добро убрано. пожаловать в гости. С чего начнешь свой рассказ? Начну с любимых детишек, которые забрались на верхнюю полку. Вот детишки у нас обитают здесь, в Алькове. Здесь они спят, но иногда играют. Места здесь вполне себе предостаточно. Вот так вот вдоль помещаются 2 взрослых человека. Как полутораспальная кровать примерно размером. А детишек здесь можно наложить хоть 5 штук. Нет, 5 5 штук у нас много, нет, Маш. да, пока. Одного сына, только не дочку, ладно? 4 Ну, штуки. это уж не знаю, как получится. А я их называю автодомовята. А они покажите, наверху как живут. вы спите, ложитесь, как? Ай, Ну-ка. папа. Давай, Владочка, Я посередине рядом с покажи. тобой. В середине ляг, Влада. Вот, пока у них их рост позволяет вот так вот поперек спать вполне комфортно. Но Влада у нас что-то в последнее время повадилась спать отдельно, как старшая сестра, вот здесь вот на диванчике. Диванчик, кстати, этот раскладывается. Пойдем. Под ним находится один из баков воды. Он утепленный. Диван раскладывается таким образом, и на нем может поместиться еще 2 взрослых. Или еще 3 детей. Так, а ну слезайте давай. Или на нем смотрят длинный мультик. Чтобы детишкам было здесь не душно и не жарко, здесь вот есть такой маленький люк. Поворачиваем вот эту штучку, и он открывается. Отсюда прекрасно идет свежий воздух. И очень удобно то, что в дождь в него не заливается вода, Да, у него он- специальная конструкция. Также мы здесь вот прицепили диодную ленту, но это уже handmade. Заказали на Озоне. На батарейках работает, часто садятся батарейки. Здесь вот располагается длинное такое окно. И детишкам иногда во время движения разрешаем здесь полежать, посмотреть вперед. На полу у нас вот такие вот лежат ковры.
а сверху еще они покрыты такими деревенскими миленькими дорожками. На самом деле дорожки очень необходимы здесь, потому что детки часто таскают в дом, забывая снимать тапки, песок, всяческую грязь. И удобно дорожку эту снял и вытряс. Мы периодически это делаем. Ковры такого цвета, что на них вот особо не видно, конечно, грязи, пыли, что тоже очень удобно. А под коврами вот такой вот пол. Сначала я думала, что это керамическая плитка, но это было бы слишком тяжело, наверное, для автодома. Это такой вот линолеум, что-то наподобие линолеума. Вообще здесь все шкафы такие очень тяжелые, из такого основательного, серьезного дерева, что, наверное, не очень практично с точки зрения веса. Вот в этом шкафу у нас хранится техника. Также у шкафов есть такие вот удобные защелки, чтобы оттуда ничего не вываливалось во время движения. Вот он закрыт, и ничего отсюда не выпадет. Здесь у нас хранятся всякие детские книги, развивашки. Здесь находится солнечный контроллер, который показывает заряд батареи от солнца. Сейчас вот нормальный заряд 14,2. Здесь у нас вот такой вот обеденный стол с удобными диванчиками, который также трансформируется в спальное место. Так вот он уходит вниз, подушечки из-под спины уходят сюда, соответственно. Получается такая кровать, но она предназначена, скорее всего, для детей, потому что в длину человек взрослый не поместится. Но двоих детей можно здесь положить, она широкая достаточно. Под тем креслом у нас находится еще один бак с водой. Мы часто поднимаем подушку, когда заправляем воду, чтобы послушать бульканье, как там водичка наполняется. И там кран еще есть, чтобы закрывать и открывать. Предыдущий владелец установил здесь двойной стеклопакет, чтобы в доме было тепло. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой стороны, проблема в том, что они не открываются. И проветрить автодом можно с помощью двери только и люков. Из Америки нам достались очень хорошие американские колонки, они отлично играют. Плюс мы поставили еще сабвуфер сюда, активный. И еще впереди поменяли на новые колонки, поэтому звук у нас нормальный. Но когда мы стоим на стоянках, мы используем вот такую вот штуку, чтобы не разряжать наши аккумуляторы. Очень удобно. А днем заряжаем ее от солнца. У нас установлены 3 датчика углекислого газа. Один здесь, еще 2 там. Плюс мы дополнительно поставили вот здесь вот датчик, который в реальном времени показывает углекислый газ, температуру и влажность. Здесь еще есть такая рожица, которая что делает, Маш? Которая улыбается или грустит. Если уровень углекислого газа растет, она становится грустная. А мы детям преподнесли это как прибор-пескометр, который измеряет уровень плача в доме. И они теперь постоянно проверяют, какая там рожица, хорошо ли они себя ведут или плохо. Также здесь у нас есть вот такой вот телевизор, и к нему специальная колоночка, чтобы мультики было слышно лучше. Вот здесь в шкафчике у нас хранится вот такая вот вещь, которую детишки получают иногда за хорошее поведение. Еще она очень нас спасла, когда была плохая погода, когда мы несколько дней под снегопадом замерзали в Владикавказе, например, или в дождливые дни, которых было на пальцах пересчитать сколько. Также в нашем автодомике установлен вот такой вот кондиционер, который работает только от генератора. Мы пользовались им всего лишь несколько раз, когда ездили на Селигер, нашу пробную поездку. Холодит он очень хорошо, но, конечно, приходится слушать шум генератора. Вот здесь у нас есть вот такая вот ручка. Но вы не подумайте, это не мясорубка. Котлеты мы здесь не делаем. Это старая ручка от радио. Раньше такое было здесь радио американское. Сейчас оно не работает, но ручка осталась. Здесь у Маши хранится еда на случай ядерной войны. Туда вообще вдаль не пролезешь, там так столько всего наложено. Круп всяких, макарон. Мы все покупаем. Ну, наверное, потому что у нас нету хорошей маленькой табуреточки. Вот. Но это же хорошо, когда есть запасы, правда? Холодильник такой хороший, большой, как дома. Вот это морозилка. Вот это, собственно, сам холодильник. Еды у нас немного, потому что приходится постоянно заправлять машину. У него очень маркая поверхность глянцевая. Ее невозможно отмыть, когда будет возможность затянуть пленкой. Мы ее затянем пленкой. А здесь внизу находится как раз газовая печка, в которой мы топимся, и воздуховоды от нее. Вот там идет труба, это утепление алькова. Труба идет по всему периметру, и горячий воздух его утепляет. Вот здесь сбоку у нас такая ключница находится. Заказали мы ее на Озоне, но она нам очень нравится. Вот, типа как комбик от электрогитар. Такие вот штучки, на них ключи висят. Вставляешь, и ничего не потеряется.
Вот здесь вот вешалка для одежды, которая вся у нас всегда завешенная. Тут есть шкафчик наверху такой. Непонятно, что у нас тут всякий хлам хранится. И вот это вот датчик угарного газа при пожаре. А это наша модернизированная кухня. Перед выездом мы переделали не только спальню, но также кухню немножечко. Мы поменяли здесь... Влад, что такое? Дай нам снять, я позову. Нельзя. Влад, можно мы доснимем? 5 минут осталось. И зайдете все. Да, идите, подождите. На Кока-Колу попей. Перед выездом мы модернизировали не только нашу спальню, но также немного обновили кухню. Поменяли столешницу, раковину, плиту. Плита здесь раньше была также газовая, на 4 конфорки, большая такая старая. Из-за этого было очень мало места для готовки, рабочая поверхность была очень маленькая. А раковина здесь была двойная, но очень неглубокая, что тоже было неудобно. И маленький крантик, под которым не помоешь ни сковороду, ни кастрюлю. Теперь у нас такая хорошая, удобная раковина, новый кран сделали, чтобы он гнулся тоже. Напор хороший, Маш, воды? Напор отличный. Тоже как дома, как в квартире. Ну, правда, так мы, конечно, никогда не моем посуду. Мы и воду стараемся все-таки экономить. Вот так примерно. Под такой струйкой мы моем посуду. Чаще всего. Также здесь есть дополнительная рабочая поверхность, которая вот так вот раскладывается. Также она еще служит шлагбаумом, чтобы детишки не заходили в дом и не мешали нам. Мама, открой Кока-Колу. Какую Кока-Колу еще? Вы знаете, что Кока-Колой удаляют ржавчину и моют унитазы? Все еще хотите ее пить? Да. В этом шкафу мы храним посуду. Тарелки, чашки, немножечко тут тоже всякого еще сладкого. Я совершила большую ошибку, то что не взяла с собой в поездку вообще никакой стеклянной посуды. Я думала, что это неудобно, непрактично, что она побьется, и взяла только пластик. Вот, из пластика есть вредно, неприятно, он плохо отмывается от жира очень. Вот, и в итоге мы вот приобрели немножечко стеклянной посуды в Икее. Здесь у нас расположена микроволновка. Она, как мы уже говорили, работает только с генератором. Микроволновка хорошая, у нее много разных режимов, но она очень тяжелая, и мы все время ее вот так вот туда-сюда тягали, когда пытались поймать нашу мышь, которая у нас поселилась, и тут жала провода от камеры. Ниже располагается вытяжка. Если честно, дома я раньше очень редко пользовалась вытяжкой, а теперь у меня это вошло в привычку, потому что здесь без вытяжки готовить нельзя. Сразу чувствуется запах вот этого газа. Здесь только с вытяжкой мы готовим, она вот так включается. У нее 2 режима. Вот этот режим такой минималочка, вот этот посильнее. На сильном она, конечно, шумит громко, но хорошо вытягивает. Также на ней был свет, но он почему-то перестал у нас работать. Мне он очень нравился, такой теплый, приятный, я иногда даже на ночь его оставляла. А теперь пройдемте в наш гараж. Первое, что бросается в глаза в нашей спальне, это глаз. Мы его приобрели в городе Каш, потому что очень боялись, что нас кто-нибудь сглазит. Все-таки мы блогеры. Это, конечно, шутка, просто мне очень нравятся такие вещи. Они создают какой-то такой уют, как мне кажется. А вот здесь у нас расположено такое чудо техники, мини-стиральная машинка. Она располагалась раньше в гараже. У машинки у этой есть один большой минус, по мне так. То, что у нее нет режима быстрой стирки. Самый минимальный режим стирки здесь 49 минут. А это все-таки немало, так как при использовании ее нужно заводить генератор, который жрет бензин и громко шумит. Но стирает она вполне себе хорошо. Вот так она чувственно забита. Грязного белья в семье многодетной всегда хватает. В общем, стирать можно пользоваться. Здесь у нас хранилище игрушек. Вообще, когда мы все это переделывали, я думала, что матрас будет полностью вот эту всю площадь занимать. Но что-то мы немножко просчитались. А так как наша переделка заняла слишком много времени, вместо месяца это все делали 2 месяца. И мы боялись задержаться слишком в зиме и не стали уже менять ничего. По-хорошему здесь должен был быть матрас с вот таким вот разрезным сегментом. Ну-ка, муж, покажи-ка, что у нас там творится. Муж же груш объелся. Ну, объелся, а поднимать-то он умеет, кровать. Ну да, умеет. Пришлось еще научиться. В валках, хламохранилище, да, ну, вместить можно хлама очень много. Вот, открывается вот так. Я думала,
что это будет по-другому, что она будет открываться почти полностью вся кровать, и как вот дома на таких подъемных механизмах. Но сделали вот так, как сделали. Так как сроки поджимали, так мы все это оставили. Но здесь есть доступ снизу, который я тоже уже в последний момент сказала сделать. Слава богу, что сказала, потому что мы там вообще ничего бы не нашли. Вот эта вот штука открывается на таких штучках. Вот. Ну и можно как-то туда подобраться еще с этой стороны. Маша, а ты вот мне объясни, пожалуйста, почему вот фонарики для чтения здесь предполагалось, чтобы голова будет, а вот ты нас заставляешь спать головой туда. Ты можешь объяснить? Насколько я помню, когда мы были во Владикавказе в мороз, у нас начал капать из-за конденсата вот этот вот люк. Он металлический, и мы вот этот тоже момент из-за отсутствия времени не продумали. Его нужно было чем-то закрывать, и вот с него начало капать конденсат. Вот сюда. Поэтому мы переместились головами сюда. И мне это показалось вполне удобным спать так, потому что отсюда у меня вот вид на весь автодом открывается. Я могу следить за детьми ночью, если что-то они там зовут. Как-то мне так проще и удобнее. Вот мы так привыкли спать. Вообще, конечно, удивительно, как люди путешествуют с детьми в маленьких европейских автодомах. Мы бы, наверное, не смогли. Вот здесь нам вполне достаточно места, а как вот в таком маленьком они живут, я вообще не понимаю. Ну, я думаю, что они рассчитывают, что дети всегда будут на улице находиться. Ну, может быть, маленькие поездки какие-то. Да. Также мы вот здесь такой столик запланировали, но он тоже получился не совсем правильно, потому что он практически на уровне кровати находится, вот, и работать за ним невозможно, но зато очень удобно им пользоваться, чтобы залезать на крышу через этот люк. Маша, давай камеру, я сейчас покажу, что у нас на крыше. Ты только крышу не сломай, ладно? Вот мы и на крыше. В чем отличие, как я понял, американских домов от европейских? Здесь крыша покрыта специальным составом, который лучше не дырявить. Поэтому солнечные панели, когда мы устанавливали, мы их приклеили. Они у нас приклеены на крышу. Здесь у нас люк в спальню. Это окно в душ. Это кондиционер. В принципе, больше здесь, наверное, рассказывать на крыше и нечего. А ты видела, как я красиво люк обклеил наш? Конечно, я его наблюдаю каждую ночь. Такая вот мозаика своеобразная. Да, в греческом стиле. Угу. Здесь у нас расположены по обеим сторонам вот такие вот длинные шкафы. Здесь и здесь вполне себе вместительные. Здесь мы храним Герину одежду. Здесь мою одежду. Эти вот вертикальные шкафы у нас под детскую одежду сделаны. В общем, места вполне достаточно. А вот здесь внизу выходят воздуховоды от нашей вот этой дополнительной дизельной печки. В общем, мне наша спаленка очень нравится. Алло, это телевидение, да? Нет? Это канал «Славные девчонки». Подписывайтесь на нас, ребята. В общем, вот такая у нас душевая кабина с прекрасным окном панорамным. Можно наблюдать на звезды, на луну, пока моешься, или на солнышке загорать. Вполне себе такая просторная. У меня рост 1,67 м. Тут еще вон пространства достаточно. Взрослые мужчины высокие поместятся. По ширине тоже вполне комфортно. Я здесь мыла как-то всех детей сразу. Всех троих вот так поставила и помыла. Здесь вот на полочках у нас хранятся всякие средства гигиены, шампуни, всякие такие вещи. Вот зеркало открывается. Однажды у нас в гостях были люди, которые путешествуют на прицепе. И девушка зашла сюда, позвала своего мужа и говорит: вот смотри, как они так ездят, а что ты мне говоришь, там все время все убирать. Вот, очень удивилась, потому что им приходится все убирать в прицепе, потому его сильно шатает, видимо, а у нас вот так все стоит и ничего вообще не падает во время езды. Здесь большая корзина с грязным бельем, все время заполненная, детишки все время пачкаются, каждый день нужно что-то стирать. Здесь вот такая у нас раковина, напоминает раковину, как в поезде, такая маленькая, но удобная. Вода также хорошо течет. Внизу шкафчик есть. Всякое можно хранить для туалета, например, жидкость. Здесь урна, бумажки мы отдельно выкидываем, чтобы в бак не кидать. Ну, собственно, унитаз, который мы уже один раз чинили. У него тросик слива сломался. И нам поставили в Грузии тросик от велосипеда. И сказали, что унитаз будет служить нам еще очень долго. Это хорошо. А здесь находится панель управления домом. Это включение-выключение водяной помпы.
Это уровни, но здесь мы только наблюдаем уровень батарей нормальный, а остальные уровни показывают неправильно. Вот чистую воду вообще не показывает, а серую, черную, хотя мы и проверяли эти датчики, они тоже почему-то правильно не показывают. Это подогрев баков канализации и серой воды, то есть если холода, чтобы они не замерзали. Это подогрев воды. Это газовая печка. Здесь можно устанавливать по времени, чтобы она сама включалась, выключалась. А это кнопка, чтобы заводить генератор. Вот он завелся. Выключили. Внизу находится блок предохранителей. А еще я вам открою один очень важный секрет. Но вы, пожалуйста, никому не рассказывайте. У нас вот здесь вот есть потайной шкафчик. Он открывается вот так вот. Хоп. Хоп. И вот здесь располагается сейф. Ну все, Маш, все сдала контору. Но ключей-то все равно ни у кого нету. А вот здесь вот такой вот длинный, как селедка, и очень узкий шкаф под вешалки. Ну, напихали мы сюда много всего. Вот, сверху тоже есть маленький шкафчик. Тут у нас шапки всякие, такие теплые вещи хранятся. В заключение мы вам покажем кабину нашего автодома. У нас здесь кресла неповоротные, они стационарные. Но нам хватает места, и в этом нет никакой необходимости. Ну, здесь вот эта вот часть, вот подушечка, она убирается. Если ляльковым не пользоваться, можно это все открыть, и будет вообще высокая такая кабина. Мы так никогда не делали. Как тебе управление автодомом, Маш, вообще? Все хорошо, удобно. Мне очень нравится то, что у него очень мягкая подвеска. Потому что в сравнении вот с европейскими автодомами, у которых она деревянная, это очень классно. Еще мы здесь установили вот новую магнитолу с таким экранчиком. Большой мы не хотели делать, чтобы все как-то более органично смотрелось. Сделали вот такой вот небольшой экранчик. Но помимо новых камер, которые подсоединены к магнитоле, есть еще вот экранчик. Ого, какой он пыльный. Экранчик от старой камеры, но мы давно не пользуемся, поэтому он такой вот пыльный, надо протереть. Да, На нем почти ничего не видно, потому что там в камере конденсат. Уже это все непригодно к использованию. Здесь еще... Здесь вот есть уровни. Здесь и здесь был, куда он делся. потерялся. В общем, это уровень показывает... насколько мы... В общем, уровни, чтобы смотреть, насколько мы ровно поставили автодом, чтобы не спать головой вниз, или чтобы двери сами по себе не открывались, как сейчас. Ну и в заключение хотелось бы сказать, хоть наш дом абсолютно непрактичный, кушает много бензина, огромный, но нам он нравится. В нем есть дух Америки, вот хорошей Америки, такой старый рок-н-ролльный дух, и он нам передается отчасти. Да, Маш? Да, мне тоже наш дом очень нравится, он харизматичный, классный и по мне так очень удобный, комфортный. А за комфорт, как вы знаете, нужно платить. В общем, если вам понравился наш обзор, смотрите наше путешествие, нам будет приятно.